Всем привет! В этом видео я покажу, как сделать юстировочный колпачок Чешир для коллимации зеркального телескопа системы Ньютон. Лазерный коллиматор у меня уже есть, но он выставляет только оптическую ось. А вот правильно выровнять вторичное зеркало по центру фокусера – это отдельная задача. И тут помогает Чешир – простой, но очень полезный инструмент. Для начала я подберу подходящий материал. И мне приглянулся бронзовый круглячок. С этой бронзы и буду делать юстировочный колпачок. Сниму размеры окуляра и начерчу простой чертеж, чтобы понимать, что и где точить. Затем подготовлю инструмент: токарный станок, резцы, сверла, ну и, конечно, штангенциркуль. Для начала отторцую заготовку и проточу в размер верхнюю часть колпачка. Эта сторона мне будет служить базовой. Затем разверну заготовку и с одной установки проточу наружный диаметр 1,25 дюйма. По-нашему это 31,75 мм. Эти моменты мне очень важны. Все должно быть четко соосно. Обязательно снимаем фаски. Приступаю к расточке наружного диаметра 1,25 дюйма. Затем просверлю отверстие и расточу внутренний диаметр. Оставлю приблизительно 2 мм стенки. Как говорится, миллиметраж. Пришлось растачивать, не доходя до кулачков, приблизительно 3 сотки.
фокусера снял кольцо, куда устанавливается окуляр. Благо он снимается легко. И подгоняю размер непосредственно по самому фокусеру. В моем арсенале нету расточного резца под маленькие диаметры. Пришлось сверло 10 мм превратить в расточной резец. Делаю чистовой проход. Чтобы было удобнее вынимать колпачок, сделаю накатку. Чтобы центр отверстия было лучше видно, вырезал из бумаги белый экран и приклеил его внутрь колпачка. Это улучшает контраст и упрощает юстировку. Отверстие в бумаге я не вырезал, а, скажем так, протер его конусным сверлом, проворачивая его не в сторону реза, а наоборот. Время примерки. Посмотрим, что получилось. Очень хорошо видно. Экран колпачка и главное зеркало смещены влево, несмотря на то, что я сделал юстировку лазерным коллиматором. Немножко подрегулировал, и теперь видно, что колпачок находится ровно в центре диагонального зеркала, а главное зеркало теперь сместилось в правую сторону. Еще есть над чем работать. Если у вас нет токарного станка, не проблема. Вот простая альтернатива. Половинка капсулы от киндер-сюрприза. Вытряхиваем лишнее, отрезаем. Нам нужна половинка, которая входит вовнутрь. Просверливаем аккуратно отверстие, либо можно прожечь.
я использовал сверло 2 мм. Экран белый я делать не буду, потому как не собираюсь этим коллиматором пользоваться. Я просто хотел показать как альтернатива для тех, у кого нет токарного. Ну и само собой посмотрим, что получилось. На самом деле картинка намного яснее. На телефоне получилось почему-то очень плохо. Но даже здесь видно, что центральное отверстие колпачка и главное зеркало смещены влево. В любом случае телескоп требует настройки. На этом я считаю, что работа выполнена. Колпачок изготовлен. Настройка телескопа — это уже отдельная история. Вот такой получился юстировочный колпачок. Надежный, точный, и как видите, его можно сделать даже из подручных материалов. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, если интересна тема телескопов и оптики. До встречи.